Друзья, приветствую вас! Это вторая часть обзора. Давайте рассмотрим, какие движения ожидаются по российским акциям, которые вызывают у вас в наибольшей степени вопросы. Так, ну вот, во-первых, Сбербанк. По Сбербанку интересная ситуация. Он отбился от сильного уровня, это раз. Но юрики делают ставку на то, что Сбербанк будет проседать. Я думаю, все-таки больше вероятность того, что мы от этих значений отскочим. И будет движение, первая цель которого забраться на этот уровень 205,8, потом сходить на 207. С моей точки зрения, те ставки, которые сделали юрики, они будут связаны с тем, что будет движение в рамках, возможно, вот этой проторговки. Цель этого движения будет 200,5, вернуться вот сюда, вот на это значение. Я думаю, невысока вероятность того, что у Сбербанка продавят 200 и пойдет движение в диапазон 192-194. Такое возможно, но больше вероятность, я считаю, либо консолидация в этом диапазоне, либо отскок и уход на 207-210, вот сюда вот. Так, ну и 4-часовой таймфрейм подтверждает, что здесь у нас разворотная формация. Первая цель движения у этой формации – это отработка 207,8, 205,9. То есть возврат вот сюда, в этот диапазон. Ну и это движение отменится в том случае, если будет откат и будет пробой 200, 199,5. Вот уже как бы пробой вот этого диапазона, который здесь идет, придет к тому, что бумага наиболее вероятно съедет в диапазон 192,5. Так, друзья, далее Норильский никель, который всех одолевает. Смотрите, здесь у нас идет поджатие к сильному уровню 19900. Как только возникает пробой этого уровня и закрепление над ним, отсюда пойдет импульс движения на 20900, 21 тысячу, вот сюда, в этот диапазон. Соответственно, если все-таки здесь идет откат и пробитие 19500, то в этой ситуации все вот это движение, которое отсюда шло, оно будет размыто и пойдет откат, цель которого будет 18300. На текущий момент, я думаю, больше вероятность того, что сейчас произойдет закрепление на вот этом сильном уровне, и отсюда пойдет волна движения, цель которой будет 20900. Это первая цель, дальше по ходу посмотрим. Так, далее Газпром. Ну смотрите, по Газпрому, в общем-то, ситуация такая, как она мне показалась, что вот это сползание, оно не закончено. Все вот эти разворотные формации, попытки развернуться здесь, 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 они заканчиваются тем, что он продолжает идти вниз. Вот, с моей точки зрения, его сейчас лучше не подбирать. Либо надо дождаться перехода в диапазон хотя бы 158-155, либо здесь должна быть четкая разворотная формация. Вот четкой разворотной формации я пока здесь не наблюдаю. То есть попыток много, но эти попытки, они не приводят к тому, что вот это движение, оно переходит в настоящий разворот. Ну, сейчас вот идет попытка закрепиться на 163, но таких попыток была тьма до этого на других уровнях. Вот, поэтому я думаю, пока мы не придем в какой-то значимый диапазон, в данном случае это 158, 155, поскольку 167 мы уже прошли, то, соответственно, здесь никакой речи о развороте не будет. Вот. Ну, я не знаю, может быть, действительно какой-то крупный игрок сейчас подключится и начнет его собирать. Но вот исходя из всей этой динамики движения, я пока не могу уверенно, с высокой степенью вероятности сказать, что вот эта формация – это разворот. С моей точки зрения, если и делать какие ставки там на отскок, на рост, то вот Сбербанк, пожалуйста, Норильский никель, который вот-вот может пойти наверх. Но по Яндексу там идея не сработала. По Яндексу не сработала, потому что начались массовые распродажи из-за срыва сделки. Хотя там отскок, возможно, он когда-то произойдет, мы его увидим, движение на 5000, короткий задерг. Но только вопрос, когда это будет. Так, ну и Газпром здесь, ну, не знаю, мне кажется, вот однозначно это просто сбитая утка, которая летит в болото. По крайней мере, на текущий момент никаких позитивных оснований для разворота у него не видно. И даже наоборот, то есть любые возможности разворота, которые возникают, они заканчиваются продавливанием и дальнейшей просадкой.
Так, друзья, далее вот очень интересная бумага, которая недавно она оформилась очень интересно. Это детский мир. В чем ее интересность? Интересность в том, что у нее фрифлот, по-моему, стал 100%, если не ошибаюсь, если средства массовой информации не вводят в заблуждение. Такие бумаги очень динамичны и очень стремительно двигаются. Так, ну и здесь что примечательно, по дневному таймфрейму мы вот приближаемся к диапазону 111-113, соответственно, вот из этого диапазона, если не будет пробоя 110-109, здесь возникает накопление и отсюда пойдет отскок, цель которого 119. Там по поводу бизнеса данной компании достаточно противоречивая информация. С одной стороны, они открывают сами новые площади, с другой стороны, есть определенное давление со стороны более крупных структур, которые тоже хотят отщипнуть большую часть этой ниши, связанной с детскими товарами. Так, ну и вот четырехчасовик уже рисует здесь отскок. Цель этого отскока — это движение на 118,3 вот сюда вот. Соответственно, вот этот отскок будет реализован, если не будет пробития 113. Вот на 113, если мы отсюда не проседаем, разворотная формация, цель движения 118,3 вот сюда вот. Так, друзья, далее вопрос был по НЛМК, но смотрите, НЛМК здесь сейчас вот в ближайшие дни будет решаться вопрос удержания, неудержания в диапазоне 167 плюс. Вот если будет удержание, если не будет пробития, то отсюда может пойти следующая волна, цель которой сделать перехай 185. Вот. Но пока здесь к удержанию дело не идет, скорее здесь больше факторов указывает на то, что будет пробитие 167 и движение сначала на 160, и потом здесь цель движения находится вот здесь, вот в этом диапазоне. Так, по дневке идет консолидация на хаях. Может, конечно, быть пробитие, но особого потолка для роста наверх я не наблюдаю. Но 185 там было до этого максимальное значение. Поэтому, конечно, я думаю, здесь потенциал хода он в основном исчерпан. Если рассматривать более короткие таймфреймы, на что хотел обратить внимание. Вот сейчас, наверное, нету смысла на текущий момент времени ее не покупать, не продавать, как-либо открывать позицию. Надо дождаться либо прихода на 171,5, 172. Вот здесь при приходе сюда, если будет снижение объема торгов и разворотная формация, то здесь будет разворот, и цель движения первая будет сходить на 168, 167,5 вот сюда, вот в этот диапазон. Если здесь мы получаем пробой, то отсюда пойдет попытка пробить 173,5 и сходить на 185. Но мне пока видится такой сценарий маловероятен. Здесь, если будет движение наверх и отбой от верхней вот этого самого, от верхней крышечки консолидации, то пойдет, скорее всего, движение к нижней границе. То есть пробой, я думаю, здесь вероятность не очень большая. Вот, и при приходе на 167,5, если возникает пробой, то отсюда идет импульс вниз к тем целям, которые мы с вами сейчас обсудили на более длительных таймфреймах. Так, друзья, далее Новотек, дневной таймфрейм. На что хотел обратить внимание. По Новотеку ситуация, она с одной стороны интересная, с другой стороны ему пока не дают ходу. То есть вот здесь вот у нас была разворотная формация, и вот отсюда он должен был идти, цель движения на 1165-1154, вот сюда вот. Однако это движение не произошло по каким-то причинам. Вот, соответственно, он не отработал формацию, вернулся сейчас на вот здесь у него инверсионный уровень 1064-1067. Вот, соответственно, на текущий момент времени вот здесь у него возник импульс движения. Цель этого импульса находится на 1100-1094, вот здесь в этом диапазоне. Эта идея не срабатывает в том случае, если будет пробитие 1050. Вот если пойдет возврат отсюда вот сюда вот к нижней границе, то быстрого роста не будет. То есть здесь уже надо будет тогда за ним наблюдать, пойдет, не пойдет пробой нижней границы. Если пробоя не будет, то, соответственно, сформируется разворотная формация и будет все-таки движение на 1094-1100. Если будет пробой,
то у него есть масса увлекательных целей, которые находятся ниже 1000, и он, соответственно, пойдет их отрабатывать. Здесь разворотная формация на дневках, но уже одна разворотная формация у него особо не выстрелила. Она немножко наверх сходила, но всю траекторию, которую она должна была выполнить, она не сделала. И это, скорее всего, связано с выходом с российского фондового рынка иностранных инвесторов. Так, ну вот на 4-часовике у него здесь идут разворотные формации. Опять же, цель это сходить на 1090, 1100. Я пока бы эту бумагу не трогал, потому что в ней есть определенные признаки того, что ее будут давить дальше вниз. То есть да, она как бы формально на фигурах она показывает, на фигурах, на свечных формациях она показывает разворот, но здесь есть определенные вещи в этом движении, которые указывают на то, что она может продолжить сползание вниз, так же как и Газпром. Поэтому Новатэк я бы, ну не знаю, если вот только заниматься газовыми компаниями, Новатэком, я бы тогда с нею поработал. А так, я думаю, сейчас вероятность достаточно ощутимая, что она пойдет и вниз. Опять же, то есть здесь вот с классической точки зрения, здесь, скажем так, есть признаки разворота, которые ведут сначала сюда, потом сюда. Но вот все это движение, как оно строится, здесь указывает на то, что может продолжиться сползание вниз. И поэтому я бы пока так же, как с Газпромом, держался бы вне этой бумаги, даже в рамках каких-то коротких действий. Потому что мне не до конца понятно, что с ними происходит, и баланс сил не ясен. Так, ну и фьючерс РТС декабрьский, что у нас здесь? Ну, у нас здесь получается, достигли мы локального донышка, и вниз мы не пошли на 108-106. Соответственно, здесь высока вероятность того, что отсюда разовьется отскок на 115-500. Но если сейчас пойдет движение вниз и будет пробит вот этот диапазон, который завершается 111 700, я думаю, посыпется он на 108-106, может быть даже и ниже. Вот. Здесь разворотная формация неподтвержденная, есть определенные сделки на более коротких таймфреймах, которые указывают на то, что может пойти задерг вот сюда вот. Но при пробитии 111 700, ну даже 111 500 возьмем, я думаю, он будет сыпаться и очень мощно. Друзья, вот основные моменты, основные акции. Спасибо за внимание.